Было бы клево, если бы нейронка могла открыть мою Excel-табличку и записать сюда какие-то данные. Сама бы вписала сюда формулы и анализировала данные, которые я выделяю. А вы в курсе вообще, что так уже можно? Потому что есть Claude Excel. То есть нейросеть называется Claude, ее можно встроить в вашу Excel-ку. И это не Google таблица, это прям настоящий Excel-файл, где у вас будет работать нейросеть. В чате с ней вы сможете обсудить, какие у вас есть данные в ячейках и какие формулы нужно вписать. Все, что вам нужно сделать, это просто установить это расширение к себе в Excel-программу. И это не облачный Excel, а тот самый Excel, который стоит у вас на компьютере. Все, что нужно сделать, это перейти в магазин Microsoft Marketplace, где лежит этот плагин, заполнить данные о себе, выберем здесь страну, укажем в качестве примера страну Узбекистан. Где у нас тут он? Узбекистан. Нажимаем Get it now, и нас перенаправит обратно в Excel, где появится окошко с Клодом, и мы можем начать пользоваться им. Нажимаем на кнопку Open in Excel, открывается Excel, и там идет скачивание сначала. И когда оно скачается, у меня откроется вот такая страничка и вот такая панелька. В этой панельке мне нужно залогиниться в своем аккаунте Claude. Напоминаю, что Claude работает по подписке за $20 в месяц. Если вдруг вы не знали, а то меня в комментариях иногда ругают, что я очевидные вещи не проговариваю. Да, он не бесплатный, он стоит денег, за него нужно заплатить, желательно с зарубежной банковской карты или с помощью какого-то сервиса, который будет оплачивать вашу подписку. То есть есть банальные вещи, которые, мне кажется, уже не надо проговаривать, что если вы пытаетесь зайти с территории России, там не получится и все такое. Но вот он открылся. Здесь у меня какой-то опросник, я его пропущу. Вот он говорит, что можно выделить какой-то фрагмент и задать вопрос. Можно строить формулы, можно находить ошибки и исправлять эти ошибки. И всегда, в любой момент, Claude будет доступен в вашем Excel по горячим клавишам Ctrl-Option-C на Mac. Да, кстати, виндоводы, если вы не знали, на Mac есть и Excel, и PowerPoint, и документы. Все офисные программы, они здесь есть. Все, нажимаем Understand, что понимаем все риски, которые это может повлечь за собой, что ваши данные там будет видеть нейросеть, она будет с ними как-то взаимодействовать. Пропускаем опросник, и все. И мы можем сюда, в этот чат, написать задачу, которую мы хотим решить. Вот, например, у нас здесь есть какая-то вот такая плашка, я ее удалю, чтобы она была здесь не видна. И дальше он видит, какая ячейка выбрана. То есть вот он говорит, что ячейка М21 выбрана, а сейчас будет ячейка А1 выбрана. И он может воспринимать вопросы по контексту, по выделенным диапазонам. Я хочу, чтобы он мне на этой странице сделал фин-модельку. То есть я хочу, чтобы он решил какую-то реальную задачу. Составь фин-модель с расчетом прибыли Telegram-канала. Я хочу, чтобы была составлена фин-моделька. Если не знаете, что такое фин-моделька, это такая табличка, которая позволяет предусмотреть или предсказать возможную прибыль или возможные убытки, если вы занимаетесь чем-то, например, занимаетесь бизнесом. И фин-модель позволяет вам потратить миллионы и заработать миллиарды, не покидая пределы Excel. Что происходит? Он у меня спрашивает некоторые вопросы, например, что за тематика телеграм-канала? Допустим, это технологии и IT. Какие источники монетизации включить? Допустим, рекламу и партнерские программы. Нажимаем следующий этап. Какой горизонт планирования? Допустим, 6 месяцев. Текущий размер аудитории, допустим, до 1000 подписчиков. Все, мы ответили на его вопросы, то есть он задает вопросы для того, чтобы лучше понять задачу. Это есть, кстати, не во всех нейронках, и это большая проблема. Когда мы ставим какую-то задачу, мы часто не указываем нужных параметров, а нужно все указывать. Типа, в каком формате мы ожидаем ответ, какой контекст, где мы это будем использовать, в какой роли лучше всего выполнять эту задачу. И дальше он просит у нас разрешение, даем ему разрушение, даем ему разрешение для того, чтобы он выполнил эту задачу. И теперь смотрите, он составляет финансовую модель. Смотрите, он переименовал, получается, лист, да? Он написал финмодель ТГ. То есть он переименовал лист и начал редактировать все в самой табличке. Это очень круто, потому что мне не приходится руками ничего здесь делать. И получается, что в будущем я могу выделить какой-то диапазон и по этому диапазону задать вопросы. Вот тут есть какие-то вопросики, ошибочки.
Да, это ошибка или что это такое? Введите текущее количество... это комментарий просто. Я плохо знаком с интерфейсом Excel, я больше по Google табличкам, но все равно. Вы понимаете, какие возможности это открывает для людей, которые работают в Excel? То есть вы должны были раньше знать формулы, как это должно строиться, что куда вписать и как это должно выглядеть. Сейчас это просто табличка, которую заполняет руками Клод. Это вообще просто отвал башки, по-моему. И вот он расписывает, что помесячный расчет на месяц, первый месяц, второй месяц, третий. Параллельно он все комментирует, правда, перешел уже на английский язык. И здесь у нас есть допущение, ну или изначальные данные. Сколько у нас стартовая аудитория, какой у нас будет органический прирост в процентах в месяц, что у нас будет по рекламным постам, сколько рекламных постов в месяц у нас будет, какая цена за 1000 просмотров. Короче, все стандартные цифры здесь. Мы их меняем, и, соответственно, это все меняется в финмодели. То есть у нас будет доходы, расходы, и они в итоге посчитаются в виде прибыли. Вот у нас доходы 12 тысяч рублей, доход от партнерок 19 тысяч рублей. У нас есть отток подписчиков. Итого доходов у нас 31 тысяча рублей. Сейчас будут расходы. Расходы на рекламу, на контент, на все остальное. То есть по логике вещей он должен сейчас прописать расходы. Так, попробуем немножко увеличить масштаб, потому что видно плоховато. Вот, теперь видно гораздо лучше. Итак, у нас помесячный расчет. Строит красивые таблички. Я бы такую не построил. И он пишет, сколько у нас расходов. 162 тысячи. Закупка трафика, создание контента, инструменты и сервисы и прочие расходы. И у нас получилось убыточное предприятие. Но его можно сделать легко прибыльным, если мы увеличим количество рекламных постов, увеличим цену за рекламу и увеличим, например, количество доходов от партнерок. Ну вот у нас минусовое предприятие получилось. Говорит, не надо заводить такой телеграм-канал с такими параметрами. Если мы вложим в него по 27 тысяч рублей в месяц, итого у нас набежит... расходов у нас набежит там сколько? Минус 27 тысяч на 162 тысячи в год, а доходов всего на 30 тысяч в полгода. Полгода, да, здесь 6 месяцев. Ну, короче, он дальше подведет какой-то итог, скорее всего, да. Он должен показать, что завершил работу. Да, он должен подсчитать итоги. Вот, кстати, он сталкивается с ошибками и говорит, что не может что-то исправить там с колонкой А. То есть он сталкивается с какими-то ошибками, у него что-то не получается, и он идет дальше по следующим шагам. Вероятно, он хотел какой-то внешний вид, наверное, настроить, но у него не получилось, закончилось ошибкой. И вот он говорит в конце, что у нас там убыток 130 тысяч рублей, и таким вообще не надо заниматься. Наверное, сейчас попросят и попробует сделать график, но я уверен, что у него, скорее всего, не получится построить график, потому что он ограничен в возможностях. Вот, у нас данные для графика появились. Да, он попытался создать график, но у него не получилось. Ошибка, внутренняя ошибка какая-то. Вряд ли Excel позволит строить прям графики. Графики придется строить самому. Но уже это просто отвал башки. Это очень круто. Это хорошо, что здесь есть возможность редактировать ячейки. Я еще хочу проверить такую штуку. Я хочу спросить у него какие-то данные. Например, попрошу его самого подумать, какие параметры у нас должны быть для того, чтобы канал вышел в прибыль. Вот сейчас попробуем дождаться, когда он доделает эту свою задачу, и попросим его сделать прибыльным этот телеграм-канал, хотя бы в таблице. Вот он подвел результаты и даже написал, как выйти в плюс быстрее. Поменяйте синие ячейки, в допущениях все формулы пересчитаются автоматически. Я не хочу это сам делать. Введи такие параметры в допущениях, чтобы финмодель показала прибыль. Я хочу прибыльный телеграм-канал. Поменяй эти цифры сам. Сейчас все должно быть. У нас стоит... Да, все. Отправляем запрос и ждем, пока он поменяет эти цифры сам. Он должен подберет реалистичные, но более оптимистичные параметры. Чтобы канал вышел в плюс, ну и посмотрим, как он здесь будет шуршать. Тут, я думаю, что я вас уже не удивлю, он будет заходить вот в эти ячейки и пытаться менять их для того, чтобы выйти в плюс. Подумает. Отлично, модель прибыльна с первого месяца.
Так, и он, видимо, где-то там у себя посчитал в голове, и теперь здесь будет подставлять. Потому что здесь-то модель все еще не прибыльная. Теперь у нас прибыль с первого месяца 360, 402 тысячи, заработанных за полгода. Всего-то нам нужно продавать рекламных постов 6 в месяц, чтобы по рекламной ставке они были 1200 рублей за 1000 просмотров. Партнерские посты нужно почаще выпускать, чтобы конверсия в целевое действие была повыше, средний доход, чтобы был 800. Чуть-чуть поджали, по-моему, расходы, да, я так понимаю? Да, чуть-чуть поджали, и вот у нас получилась прибыль, 76% рентабельности. Неплохо, одобряем. В общем, эта штука ставится в один клик в ваш Excel. Нужна подписка за 20 баксов для того, чтобы он работал вместо вас в Excel. И если вы работаете в Excel, вам по-любому эта штука нужна. Если нужны какие-то еще дополнительные видео, обзоры или у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Поставьте лайк этому видео за такой быстрый обзор плагина на Excel от Claude. Меня зовут Артем Исламов, я лысый из браузера, рассказываю про нейросети так, чтобы вам легче работалось, жилось и былось. Все, пока.